Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Сегодня я буду, если что, изучать водные искусства и принимать абсолютно любую форму. Короче, ну, погнали, будем творить контент. На самом деле, я не знаю, на чем я буду играть, но, если честно, я не хочу на метовых сборках играть. Вот на самом деле, я хочу немножко вам пожаловаться по нескольким моментам, но перед этим, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк и комментарий. Бла-бла-бла. Короче, не забудь поставить свой лайк и комментарий, подписаться, если ты еще до сих пор не подписан на меня. На мой телеграм-канал тоже подпишись. Ну, скорее всего, мы не успеем добить 3000 подписчиков. Ну, такая жизнь. Короче, что я хочу пожаловаться. Во-первых, ужасно сложно сейчас записывать какой-либо контент необычный, какую-то необычную сборку, вот максимально, если честно. Ну, я думаю, все это прекрасно понимают, потому что сейчас есть 4 метовые сборки. Это инсектоиды, шаманы, эльфы, ну и четвертое это убийцы через темпларку, либо же через сларка. Вот, 4 метовые сборки, которые разносят все в пух и прах, и вот что-либо придумать новенькое тупо нет возможности, серьезно. Я пытался, я пробовал, чтобы вы понимали, я последние несколько дней, либо это у меня черная полоса в жизни наступила, либо же, не знаю, вот тупо не знаю, либо же это такая ужасная мета. Почему так я говорю? Потому что последние дня 3, наверное, или 4 я трачу по 4-5 часов в день, чтобы снять хоть какой-то для вас контент. И если честно, по морали это жестко бьет. Прям не описать, насколько это жестко бьет. Вот просто попробуйте. Ну вот, у кого есть свободное время, естественно, я знаю, что не будет много кто страдать этим. Вот поиграть на чем-то необычном, вот хотя бы пару игр. Вот, если есть возможность, поиграйте пару игр на чем-то необычном, на ранге хотя бы вот от Короля 1. Потому что с Короля 1 начинаются концерты в виде инсектоидов, шаманов, эльфов, убийц и все. Вот просто они заполняют лобби, будь здоров. Каждый... Ну, в игре по 2-3 шамана, по 2-3 инсектоида, по 2-3 эльфа, и все равно, что это 9 человек уже. Ну, короче, очень много ребят, которые играют тупо на мете и делаешь, что хочешь с этим. Так вот, а почему я жалуюсь на этот счет? Потому что, ну, невозможно записать что-либо. И, если честно, я немножко опускаю уже руки из-за того, что, ну, либо я буду создавать второй аккаунт, чтобы играть на лоу-ранге чисто, чтобы вот просто показывать какие-то тупо интересные сборки, которые будут работать на лоу-ранге, но не будут работать на хай-ранге. Потому что на хайранге тупо мета. Куда ни плюнь, мета. Каждый играет на мете. Вот просто, хоть ты тресни. Я уверен, что даже в этой игре по-любому нарисуется шаман, по-любому нарисуется эльфи, по-любому нарисуется инсектоид. 100%. Я удивлюсь, если кто-то не будет играть на метовой сборке. Удивлюсь, хотя это вряд ли, потому что здесь уже 2 легендарных шамана есть. Ну и вторая жалоба, это то, что я хотел для вас сделать какую-то новогоднюю атмосферу, но что-то произошло. Я не знаю, конечно, что происходит, но я не могу найти новогоднюю шапочку. Вот вообще, вот просто. Хочу просто, вот, чтобы на ролике у меня была новогодняя шапочка, чтобы хоть где-то было новогоднее настроение, если у кого его нет. Кстати, признавайтесь, кто уже нарядил елку? У кого она уже есть, во всей этой красоте и тому подобное. Давайте, делитесь. В телеграм-канал, соответственно, в чате скидывайте свои фоточки, свои елки. Ну, порадуйте хоть, потому что у меня, к сожалению, в этом году нет места от слова совсем, и елку мне тупо некуда поставить. У меня декоративная елка, она 2-метровая почти, ее тупо негде сейчас поставить. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Ну, хотя бы надо гирлянду повесить, хоть что-то было бы, да? Я думаю, да. Поэтому надо гирлянду хотя бы повесить. К сожалению, вебка не передаст качество этой гирлянды. Ну, именно освещение и все такое, потому что будут лютые засветы. Это о чем говорить? Она и сейчас вот засвечивает. Но это, скорее всего, из-за того, что у меня лампа не накамерная, а обыкновенная. Вот эта вот круглая китайская. Вот, скорее всего, из-за этого. Ну, в принципе, все. Вот такие вот у меня 2 жалобы. И если что, я, кстати, не сказал, сегодня я себе в пати взял своего подписчика. Поэтому у нас будет ультра сложная игра. Как мы всегда знаем, когда я играю со своими подписчиками, подписчики меня вообще не жалеют. Они меня прям и в хвост, и в гриву, не стесняясь, от слова совсем. Никнейм этого подписчика, если что, Шингискан. Я надеюсь, я правильно его прочитал. Чингисхан, наверное, так будет правильнее. Ну, короче, я надеюсь, правильно прочитал этот никнейм. Если что, то в комментариях он меня поправит. Поэтому вдруг чего, без обид.
Потому что каждый по-разному читает свой никнейм, и 100% прочитать, как это правильно, ну... На самом деле, мне вот хочется в этой игре на чем-то необычном сыграть. А вот на чем? Да хрен его знает. Может, на древних рыцарях? Хотя те же самые шаманы древних рыцарей разорвут в пух и прах, если только тут не будет омника, условно, который даст время пожить и все такое. Выходим в хорошую экономику сейчас сразу. Я любитель выйти в хорошую экономику. Сразу в 40 монет. Ух ты, 2 панды. Может, это намек на то, что мне нужно панды поставить? Тут, кстати, омник есть, я за него забыл. Я за него забыл немножко, знаете, из головы вылетело. Пока жаловался. Ну, бывает. Бывает. Вот. Вот. Кстати, вы видели, что у Тинкера 4 зуба только есть передних? Если у резака full рот зубов, то у Тинкера 4 зуба. Ой. Да. Ну, ему, наверное, это норма, потому что он работает с ракетницами. Ой, ребят, извиняюсь, что-то у меня вообще фляга потекла немножко. Ну, это смешно немного. Ну, мне смешно лично. Да. Либо разработчики решили сделать так, что у него просто будет только 4 передних зуба, либо же он где-то их потерял по пути. Ракетки, ракетки, ракетки. Хорош, хорош. Красавчик. Так, нос не чухайся. Не хочу чихать. Не хочу чихать, потому что экран заплюю полностью. Ну, не знаю, панды идут, но я, если честно, панд не верю. Можно, кстати, будет сборку на кунг-фу как-то записать. О, кстати, 2 шамана уже есть на связи. То есть уже 2 шамана собираются в игре. То есть, ну, я Ванга. Ребят, записывайтесь на мои эти самые, как их правильно назвать-то, ё-моё. Короче, записывайтесь, я буду вам гадать на кофейной гуще. Вот, все. Записывайтесь. В телеграм-канале все подробности. Ну, честно, я даже не удивлен, что здесь собираются шаманы. Ну, я на самом деле отчасти могу таких людей понять, потому что они не хотят играть на чем-то необычном, они не хотят страдать, они не контент-мейкеры, как я. Я их прекрасно понимаю, то что им нет смысла как бы сидеть, страдать и пытаться на какой-то другой сборке поиграть. Им тупо, ну, людям в кайф побеждать. Вот согласитесь, людям не в кайф экспериментировать, людям в кайф иметь стабильность и побеждать. Все. Вот что в кайф. Во всем остальном им не в кайф. Ну вот 200% даю, что это именно так, а не как-то иначе. Я прекрасно понимаю, что у некоторых нет времени, и они не контент-мейкеры, они такие думают, да что я сегодня буду париться? Я вот просто зайду, возьму каточку там на шаманах, сыграю на убийце. Кстати, убийцы собираются, ну, через Кири Сларка. Я очень на самом деле удивлен, то, что про Сларка как-то забывают. Вот серьезно. Сколько игр играю, мало людей почему-то играет на Сларке. Я, кстати, помню все сборки, о которых меня просили записать. Ну, ребят, честно, я задолбался. Я пытаюсь, я стараюсь, но у меня тупо не выходит. Вот без обид, ну тупо не выходит. Я помню за Кири Легионку. То есть, когда я не... У меня была одна игра не на запись, я ее выложил на второй канал. Кстати, если что, ссылочка будет закреплена в комментариях, кто не знает про мой второй канал. Там я выкладываю ролики без комментариев. Ну, это вдруг кто не знает. Я просто говорил уже много раз и постоянно в комментариях закрепляю как свой телеграм-канал, так и, соответственно, второй канал. Так вот, на второй канал у меня удалось записать Легионку, причем со слезами на глазах я ее записывал, и на самом деле там такой экшен творился, что ну его баню. Там сколько, 50 раундов, по-моему, было, если я правильно помню. Хотя нет, 50, по-моему, нет, 45 точно было. Ну, не суть. Было там много раундов, поэтому там не удалось. Это единственный раз. Я потом пытался повторить эту сборку. И что вы думаете, я смог повторить? Конечно, смог. Аж пятки сверкали, как я смог это повторить. Вот серьезно. Ой, как нос у меня чухается сейчас. Сейчас будет кипиш. Так, что у нас тут? Есть мамора, есть яйца. О! О! Есть идея. Есть идея, рискуем. Сюда. Да иди сюда. Хорошо. Успел.
Забудил, если что, Мамору. Друг, кто не знает, то если до отчета следующего раунда поставить Мамору, то есть вот как сейчас, видите, отчет времени только сейчас начался, то есть вероятность, что гнездо Маморы забузится и будет 2 из 9, а не 1 из 9. Так же самое это работает с реликвией кабанов и с этим, с манго. То есть, если, допустим, вы 9 раунд проиграли, вам падает на 10 раунде манго, вы можете его использовать, потому что 10 раунд вы победили, и вы получите по началу отчета следующего раунда 11 получите манго. Ну, это такие фишечки вам рассказывают. Ну, чисто фишечки. Я думаю, ну, многие, кто не знает. Много таких реликвий, как они работают. Сразу говорю по поводу... Ну, короче, ребята, гайд на все реликвии есть на моем канале. И очень часто, вот, ну, не знаю, вот прям катастрофически часто летят вопросы, куда делась нежить, куда делись драконы, все типа, все такое. Ребят, на моем канале есть обзор на глобальное обновление. Называется «Худший патч за всю игру». Вот. Поэтому не стесняйтесь. О, кстати, видите, 3 из 9 на 12 раунде у меня. Мамура, я как-то не протупил посмотреть. Короче, раз есть бабка, сейчас мы попробуем ее сделать в 3 звезды. Если, конечно, Мамора позволит. Если сейчас пару раундов Мамора будет 3 из 9, я даже пытаться дальше не буду. Вот серьезно. В последнее время Мамора меня очень жестко разочаровывает. Тупо не хочет расти. Вот. Что угодно я туда засуну, тупо не растет. Я не знаю, разработчики то ли сломали свои циферки, то ли что, но вот реально не растет. У моих противников сильный парень. Мом закинуть в жрицу света. Как вам? Я считаю, это крутяк. А ну-ка, кто считает не иначе, напишем в комментарии. А я считаю, это круто. А еще мне нравится, когда мом закидывают в антимага, либо же в обезьяну. Кайфовая тема, кстати, ребят, работает. Вот он сейчас мог на самом деле... А хотя это может стратегия какая-то? Но я думаю, это не стратегия. Это просто затупил молодой горячий. Короче. Какой план? Я хочу попробовать сделать керри-бабку. И либо же я буду делать эту керри-бабку через гритеров. Хотя не, баню, короче. Вот так. Скорее всего, буду делать бабку сейчас через гритеров. Чтобы было минимум контроля. На 8 уровне я буду ролиться, либо на 9. Посмотрим, как там будет идти. И от этого зависеть все будет. Вот, кстати, горн — это проблема для бабки. Хоть бабка и быстро забирает этот горн, но это проблема. Кстати, я в гритерах не смогу себе поставить омника, вдруг чего. И против гритеров бабка довольно-таки плохо будет работать. Блин, да что ж так нос чухается, алё. Так, кто пожелал мне здоровья, огромнейшее спасибо, ребятки. Спасибо. Дико извиняюсь. Ох, все, теперь будет нос шмыгать весь ролик. Дико извиняюсь сразу, ребят. Дико извиняюсь. Аж глаза заслезились. Извиняюсь. Извиняюсь. Надо было салфетку себе взять. Но я не ожидал, что у меня нос зачухается именно во время ролика. Он у меня до сих пор чухается. Скорее всего, это не последний раз я чихну. О! 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 Шаман! Удивлен. Не грамма. Там, кстати, Чингисхан тоже, походу, будет играть на шаманах. Ой, мой ты подписчик. Не жалеешь ты меня. Ну вот в гритерах, смотрите, я не смогу поставить омника. Хотя на самом деле мне бы очень хотелось поставить омника. Очень полезный герой. Хилит, снимает себе дебафы. Хоть на гритеров это не работает, но самое главное, там накидывается щит. Магический и физический. Оп-оп-оп. Давай, 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 давай. Загрыз меня Сларк, загрыз. Падло. Ну и ладно, загрыз их загрыз, и черт с тобой. Больно-то и хотелось, чтобы я тебя выиграл. Ничего, я к тебе приду попозже. В общем, хочу реализовать бабку. У меня это когда-то удалось реализовать. Надеюсь, и сегодня бог рандома ко мне улыбнется, и я реализую эту бабку. Я буду ее реализовывать следующим образом. Буду играть через гритеров, соответственно, чтобы получить полный иммунитет ко всем контролям, ко всем дебафам и тому подобное. Вот, кстати, жрец там собирается.
И буду играть через минус броню. Поэтому из третьего тира мне будет необходим дезолятор. Первого тира минус 6 брони у меня есть. И мне желательно найти драконий рог. А дальше я буду предметы смотреть по ситуации. То есть в идеале эту маску 5 тира найти криты 5 тира, найти Мьёльнира 5 тира, бессмертие пригодится тоже. Кираса 50 на 50 в зависимости от ситуации, естественно. Потому что если против меня останется Гриттер, то напомню, что Гриттеры имеют иммунитет против минус брони. То есть ты Гриттером никак не сможешь снести минус броню. И, кстати, кто вдруг не знает, то предмет третьего тира, очищающая сфера, работает против гриттеров. Поэтому синергию гриттеров можно спокойно будет выключить. Тут, кстати, такой вот подгончик мне идет. Молния, это очень приятно. Так, что у нас тут? Палка, хпшка. Возьмем хпшку. Палка мне не нужна, хотя на самом деле можно было бы взять, чтобы у меня бабка намного быстрее разгоняла свою ману. Вот. И как по мне, то, что очищающая сфера отключает гриттеров, как по мне, это хрень полнейшая, это нужно пофиксить. То есть ты берешь гриттеров, гриттеры и так слабая синергия и очень ультра ситуативная. Поэтому, когда ты берешь гриттеров, ты уверен должен быть в своем керри, который будет разваливать. И вот эта вот очищающая сфера, она разваливает, ну, нечего делать гриттеров. Просто выключаешь синергию гриттером и все, гриттеры помойка становится полнейшей. А что ж такое? Ребят, я сразу говорю, я дико-дико извиняюсь перед вами за то, что шмыгаю носом. Ну, это из-за того, что я чихнул. Вот. Я надеюсь, этого, конечно, не слышно на микрофон. И шумодав работает на 200%. Но если что, напишите в комментариях. Я, конечно, с этим пофиксить ничего не смогу. Но просто напишите. Вот, кстати, Дум прилетел. А, не думал, что это было. Кстати, очищающая сфера, если что, в Энигме. И Бэйн меня сейчас просто в контроль взял, и я ничего не смог сделать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Короче, я на 8 уровне думаю ролиться. До 9 уровня я могу не дожить. Хотя нет, наверное, надо подождать 20 раунд, посмотреть, что мне упадет там за реликвию, и уже от этого отталкиваться. Это как мое мнение. А что ж такое? То режим Жигуля, то носом шмыгаю. Санечка, что-то ты поплыл маленечко. На самом деле здесь есть реликвия яиц, и я хочу, чтобы она мне сейчас упала, и я очень надеюсь, что мне упадет бабка. Очень на это надеюсь. Хочется мне. Ну, кстати, посмотрим, справится ли бабка против против шаманов. На самом деле 50 на 50, потому что если там с шаманом будет падать нужный керри, условный, да, там, условная спектра в 3 звезды упадет с хорошими предметами, она мою бабку разорвет в пух и прах. Не оставит даже никаких шансов на жизнь. Думчик. Думчика мы берем, кстати. Думчик это имба, поэтому у Думчика мы берем. Под гриттеров самое то будет. Я бы на самом деле еще, вы знаете, кого взял? Я бы взял Шеде в 3 звезды, если он, конечно, придет. Ну, кстати, 2 шамана в игре, как я вижу. 2 шамана в игре. Один играет на жрецах, сочувствую ему. Он явно... Он явно выбрал не ту мету, чтобы играть на жрецах, вот серьезно. Сейчас уж больно не та мета, чтобы играть тупо на жрецах. Я думаю, все это прекрасно понимают. Потому что когда жрецы возьмут под контроль жрецкого шамана, шаман юзнет свою способность, перевоплотится, потеряет жрец контроль над ним. Все. Сюда, мой сладенький. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за винстрик. Еще и бабка идет, еще и яйцо пришло. У-ху. Сегодня мы кайфуем, ребятки. Лишние фигуры продаем. Ставим вот так и ставим вот так. Все. Если получится шедевр... Имба? Я считаю имба. В общем, кого я хочу видеть под своих гриттеров? Нужен антимаг.
Нужен Дум. Нужен Гримтач. Квапа шикарно заходит. Кого еще? Да, в принципе, больше особо некого. Ну, вот, кстати, здорово, жрец. Как дела? В порядке все, да? Минус 10. Пойдет, сладенький пойдет. Ну дай бабку, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, дай бабку. Не, ну это вообще уже жир, ребят. Что, но вот это вот сейчас это жир. Просто жир жирнющий. Сейчас, если мне упадет реликвия яиц, это будет нереально огромный подгон. А я на самом деле, кстати, знаете, я ошибку сделал. Инсект! Инсектом собирать. Я сделал ошибку. Знаете какую? Я срулился на 20-м раунде. Надо было подождать, пока мне упадет реликвия. И от этого уже отталкиваться. То есть у меня упала реликвия, и я уже от этой реликвии должен был отталкиваться. Но я сделал ошибку. Ну ладно. Я надеюсь, эта ошибка будет не фатальной. Реликвия яиц упала. Теперь самое главное, пожалуйста, приди, бабка. Омник. Спасибо, Омник. Все. Все, ребята. Ребята, сейчас контент пойдет. Чисто под заказ. Чисто под заказ. Боже, я этому нереально рад сейчас. Вот это мы сейчас будем контент творить. Но, как говорится, на каждого скилловичка найдется кто? Чел по скилловей. Правильно. Так, два шамана здесь собираются. Один... Чел, шаман-убийца. Что-то, короче, там непонятное. Горн, шаман-убийца. Ну, что ж. Держим сейчас за меня кулачки, что у меня все получится. Я надеюсь на то, что у меня все получится. Если тебя, как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А в моем случае, сам себя не поверишь, никто в тебя не поверит. Это, походу, бот. Да, это в 90% это бот. 7 уровень. Предметы странно закинуты, странная сборка. Ну что ж. Помянем бота. А не помянем. 5 хп осталось. Ну и черт с тобой. Если я еще соберу себе раннюю квапу в 2 звезды, боже, какой же это будет кайф. Он, наверное, будет на убийцах плюс горн играть. Да не, наверное, на 100% должен играть на убийцах плюс горн. Ну, пожалуйста, ну, реликвия яиц, ну давайте. Давайте, чтоб я вас не заставлял. Так, одно есть. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну. О, сюда. Сюда. Пришлось, конечно, выйти из инкама, но без труда и не вытащишь рыбку из пруда. Все, кайфуем, жируем. Против гритеров, конечно, ну, минус броня не работает, как я уже напоминаю, да. На самом деле бабка в 3 звезды, она прикольная. Прикольная, потому что очень много тычек, без КД накидывает. И вот в самом деле раньше, когда была бабка, сейчас же бабка, ну, отчасти апнутая. Что я под этим подразумеваю? Бабка сейчас встраивает в эти тычки свою тычку и все модификаторы атаки. Это прям очень приятный баф. Это был очень давно этот баф. Ага, понял. Ну, подписчику там люто везет. Хороший шаман, и если он сейчас найдет еще шаманчика себе, то все, у него будет фулл шамана. А я думаю, что он их найдет. Рано или поздно 100% найдет. Так вот, о чем это я? Раньше ж бабка как была? У нее была фиксированная атака и все. И делай, что хочешь. Сейчас же бабка намного приятнее, чем была до этого. Из-за того, что настраивает свою тычку, теперь у нее урона много. У нее не фиксированный урон. Плюс все модификаторы атаки, которые у тебя есть, они тоже встраиваются. И вот на самом деле это очень круто, потому что
Условные криты работают, Мьёльниры работают. Ну, прям по кайфу. Вот бабка сейчас реально кайфовый персонаж. Что-то в горле пересохло резко. Аж неприятненько стало. Сейчас надеюсь, что на 35-м раунде... Ой, на 35-м раунде. На 25-м раунде мне упадет дезолятор. И драконий рог, и дезолятор хочется. Вот такие вот два предмета мне хочется. Дефолтные шаманы. 2 человека играют. Я, кстати, знаете что? Я хочу себе сейчас взять 9 уровень. Мало ли там будут какие-то легендарки приятные, которые я могу подставить под гритеров. И будем себя максимально комфортно чувствовать. Удивительная сборка у вот этого убийцы Горна. Интересно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Полностью он там сролился. Жрецу максимально сочувствую. Вот шаманчик, кстати. А у него винстрик 5. Смогу ли я забрать? У меня отхила нет, это проблема. Ладно, это не проблема. Не, ну нормально так бабка навалила только что. И винстрик забрал еще. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Мне уже нравится такая бабка. Не, ну когда ранее у тебя бабка в 3 звезды, то ее как-то намного легче реализовывать. Это то же самое, что найти себе антимага в 3 звезды, который будет взрывать все, что движется, и все, что не движется. То не жрец. Жрец уже вылетел. То гритер. Интересно, кстати, гритер там. Но меня больше удивляет тот убийца Горн. Ладно. Держим, держим. Держим кулачки. Пожалуйста, дезолятор. Либо драконий рог. Давай. Я в тебя верю, как никогда в жизни не верил. Боже, как она жестко наваливает. Я возьму, если что, ну, взял себе, если что, посох 3-го тира не просто так, потому что у меня есть молнии, а из-за того, что у меня очень-очень-очень много тычек, то эти молнии будут бафаться посохом 3-го тира, когда я его настакаю. Ну и, соответственно, этот посох 3-го тира в дальнейшем пойдет в кого? Правильно, в антимага. Вау. Ну, маску надо брать. 100% надо брать маску. Отхил нужен. Молнии 2-го тира мне, в принципе, пригодятся. Ну да, все, дальше в уровень идем. Надо брать 9-й. На 9-м ролится. Мне, в принципе, хорошо зайдет аппарат. Дух 5. Хотя и ШД хотелось бы в 3 звезды. Тут еще есть несколько нераскрытых... Мой подписчик почему-то сролил предмет на 5-й тирах, играя на шаманах. Вот этого я сейчас не понял. А зачем? А зачем ты сролил предмет на 5-й тир? Ну, предметы на 5-й тир зачем сролил? Что-то я не понял. Я, кстати, тупанул маленько. Я пока трындел, не понял каким образом, но я почему-то перекинул молнию в антимага. Прикиньте? Я не знаю, что это произошло. Просто фляга засвистела, наверное, жестко. Да. Вот это, конечно, я только что удивил самого себя. Так, ну все, на фиолке у меня 25%. Ну, как я и говорил, найдется шаманчик. С импреской уже. Но там ему подписчик уже на фулл шаманах сидит. Но я вот не понял, почему ты рольнул предметы. Ребята, вы когда играете на шаманах, у меня много каток на канале, как играется на шаманах. Напоминаю, не надо ролить предметы на шаманах. Не надо. Без толку.
В редких случаях надо ролить, но в целом не нужно ролить предметы. Вам нужны предметы первого тира, потому что когда ваши шаманы перевоплощаются, предметы становятся на 2 тира выше. То есть предмет первого тира становится третьим тиром становится пятым тиром, ну и так далее, соответственно. Яйцо сюда. Аж еще одно яйцо пришло. Но будем эти яйца копить на антимага. А что еще делать? Антимаг нам необходим. Хочу антимага в 3 звезды. Хочу Дума в 3 звезды. Да я много кого хочу в 3 звезды. Так, ну гоблина мы сразу помянем. Я этого гоблина разорву. Я еще очень надеюсь, что сейчас на 30-м раунде мне упадет рейд ночных зверей. Чтобы я 100% мог найти себе дезолятор. Ну, я хочу дезолятор. Драконий рог, дезолятор, это я все то, что хочу. Не нравится мне чел на убийцах через горн. Но на самом деле плевать на него как-то, но все равно это как-то выглядит стрёмно. У него есть план, и он его придерживает. Это самое главное. И самый прикол в том, что это может работать. Ну, посмотрим. Сейчас вот реально, если будут ко мне приходить шаманы, то будет торба. Ну, если... Все, ребятки, чекайте прикольчик. Во-первых, Омник сейчас перевоплотился. Все. Все. Он мне выключил синергию гритеров, и я пальчик чмок-чмок. Прикольно. И прикол в том, что ему попался Омник. Если бы ему Омник не попался, то я, может быть, бы и затащил эту катку. Может быть, но не факт. Прикол. Прикол. Нужно будет делать против него хорошую расстановку. По поводу шаманов. Если сейчас придет ко мне шаман, и ему, не дай бог, упадет антимаг 3-го тира, он же может меня спокойно фармануть. Без шансов, потому что антимаг будет каждой тычкой меня взрывать, и для него эта бабка, это будет чисто мана-реген. Так он еще там антимага на шаманах собирает. Да. Сларк не имбакс, да. И шаманы тоже. Не, ну это фартануло ему то, что ему Омник упал. Омник сильно триггерит, потому что 80% урона снижает как магического, так и физического, плюс еще и хилит сверху. И в шаманах это прям люто. То есть получилось так, что они друг друга дополняли. Ну, тут я не опасаюсь гоблинов от слова совсем, потому что там миллиард минус брони. Если еще сейчас фартанет с предметом, то там забейте, я вообще ощущать этого гоблина не буду. Ну и если Кираса еще сверху упадет, то будет тоже классно. Кстати, чел там имеет уже винстрик 5, прикиньте. Он собрал себе 3 шамана. В 3 звезды собрал себе Сларка и убийца Горна в 3 звезды. Ну, нормально там чел, прикольчик вытягивает. Напомню, что в начале ролика я жаловался о том, что я не могу какой-то либо контент записать. Вот чел просто на Сларке тащит. Сларк и 3 шамана. Ну, 3 убийцы, 3 шамана, 1 горн. Можно так назвать это. Да. Это жестко. Но это необычно. Но я не уверен, что он в топ-3 зайдет. Мне кажется, что он откиснет довольно-таки быстро. Потому что тут есть Чингисхан, у которого огромные шаманы. У него 6 шаманов, если все пойдет как надо, то там он должен разорвать. Хотя на самом деле он сделал ошибку, то что сролил предметы, и это может люто зарешать в этом. Если бы он не ролил предметы, то шансы, то что он его вынес бы в легкую, были бы намного выше. Ну ладно. Что сделано, то сделано, как говорится, да? Спасибо за рейд ночных зверей, спасибо, спасибо. Аплодирую стоя. Там преска идет. Квапу можно? А пожалуйста. Я ж пожалуйста сказал, дай квапу. Поставлю 2 ЦМки. Кто вдруг не знает, то ЦМки стакаются, и каждая пассивка у них отдельно друг от друга работает. И, соответственно, ману можно восстанавливать себе, будь здоров.
И вот, кстати, тоже шаманы на самом деле и гритеров могут спокойно выносить, потому что тоже попадется чел, которому упала очищающая сфера, она просто вырубает тебе пассивку гритеров и все. У тебя будет полный рот болтов на 28. А вот теперь там 2 импрески у него. Вот это вот печально. Блин, опять он ко мне пришел. Опять сейчас пассивку вырубит. Прикиньте. Это просто трындец. Ситуация кринж. Так, Тайдуха нам нужен. Тайдуха это хорошо. Надо сейчас расстановку менять. Расстановку нужно менять, потому что я не хочу, чтобы Сларк прыгал меня, отключал мне гритеров, и я не мог ему ничего сделать. Вообще. Как по мне, ну, не должно так работать. У гритеров должен быть полный иммунитет ко всем дебафам. Почему очищающая сфера работает на гритеров? Это бред, как по мне. Но быть такого не должно. Закину плюс 6 брони, чтобы у меня она была намного плотнее. Не знаю, как по мне, это бред, то что очищающая сфера работает на гритеров. Это, ну, быть не должно. У тебя гритеры и так слабые. Ты и так страдаешь, когда играешь на этих гритерах. Ладно. Что есть, то есть, этого не изменить. Омник в 3 звезды. Кстати, если что, то Омник скидывает дебафы бабки. То есть, когда бабка накидывает тонну минус брони, то Омник своей ультой скидывает эту всю минус броню. Нормально так только что на тоненького было. Я аж немножечко сикнул. Блин, у меня куча яиц. Я хочу себе собрать антимагов 3 звезды. Но там, кстати, мой подписчик собрал себе уже много антимагов. Коллекцию собрал. 2 антимага у него в 2 звезды. Это неприятно. Это очень неприятно для меня. Для меня это вообще говно новости. У него 7 винстрик при такой сборке. Это просто жесть. Обалдеть. Но тут на самом деле удивительно то, что никто не собрал эльфа себе сверху. Я думаю, если бы там собрался эльф через ту же Марси, то этот Сларк был бы бедный. Вообще гоблина не ощущаю. Ни его древних, ни его гоблинов. Вообще плевать плюс плевать. Кстати, ни у кого рейды ночных зверей. Нет, это отлично. Это означает то, что 35-й раунд будет комфортик. Потому что на самом деле, если рейд ночных зверей падает на 30-м раунде, и кто-то из твоих противников доживает до 35-го раунда, при этом еще и лутает кучу предметов, то это забей. Это очень тяжело будет контриться, если ему еще упадет нужное все. Если честно, мне хочется уже яйца позакидывать в квапу. В антимага, там уже Дум в 3 звезды собрался. Мне, конечно, на этого Дума абсолютно плевать. Вот плевать по максимуму. Максимум плевания. Все что угодно. Короче, добавляйте плевку. Это все то, что будет против этого Дума. Потому что мне на минус от хилова плевать. Он ничего мне не делает. Пожалуйста, контроль. Хорошо, хорошо. Спектру вынес, вынес. Отлично. Живем, живем. Стреляй, стреляй. Папка, пожалуйста, не подведи. Ой, хорош. Хорош. Но очищающая сфера у него есть. Она просто сработала не на бабку. Если бы она сработала на бабку, было бы не торба. А так она не на бабку сработала. Это вообще по кайфу. Жестко, жестко. Кираса в Думе. Ну, кстати, драконий рог в Дизрапторе. Это вообще шикардос. Но я же говорю, минус в том, что он очень много предметов скипнул. Если бы он предметы не скипал, у него был бы стол намного мощнее, как по мне.
У него МПС-ка еще не перевоплощается, прикиньте. Вот это вот печально. Они перевоплощаются, потому что у него нет активных предметов. Там хотя бы блинк первого тира необходим. Но я думаю, мой подписчик посмотрит потом ролик и услышит то, что я ему говорил в течение ролика. Да на самом деле это база. Я много раз показывал свой ролик с шаманами. Ну, точнее, как я играю на шаманах. Да, ладно. Ладно. Так, я взял, если что, клинок тени, потому что это уклонение. Уклонение это имба в моем случае. Лишним явно не будет. Продаем эту хрень. Мне надо предмет 5 тира еще поискать, а я даже не знаю особо, что убирать. Молнии только. Ну, поехали. Надо криты брать. Типа щит 5 тира круто, но мне кажется, нужно брать криты. Я, кстати, вот протупил, надо было убирать предмет вот этот вот на броню. Там не особо есть. Ну и палку надо было. Вот предмет на броню и палку надо было убирать. Ну ладно, что сделано, то сделано. Просто, ну, молнии это мой был урон. Вот. Вот к чему я веду. Молнии 2 тира, сколько бы они не дамажили, но это все перебафывалось на посох 3 тира. Это как-никак, ну, в 3 раза больше урон с предмета. Чем магический. Ну ладно, посмотрим. Как же бабка хорошо настреливает. Уф. Уф. Дизрач хорошо. Пригодится. Дизрач лишним не будет. Ладно, короче, закидываем вот так вот яйца, пофиг. Слишком много я теряю. Сейчас как назло будет антимаг приходить, проверяйте. Сейчас я расстановку, если что, делаю чуть-чуть лучше, чтобы дизраптор накидывал свой сайленс. Потому что сайленс это имба. Сейчас. Бэмс! Все, и половина шаманов сразу не перевоплощается. Ну, по кайфу, по кайфу. О, это омник в 3 звезды появился. У него просто минимальная КД у этого омника, это прям проблема. А, да пофиг. Не, ну у него просто... Ну, на самом деле у меня и предметы хорошие. Еще и винстрик забрал. Спасибочки, спасибочки. Если бы он не сролил предметы, я более чем уверен, ситуация была намного иной. Прям совершенно иной была бы ситуация. Ладно, посох 3 тира пока что пусть будет. Хотя может сролить его. Хотя может пусть будет. В антимага пригодится вдруг чего. Кстати, чел на сларке вылетел-то по итогу. Значит, так себе работает сборочка. Продай антимага, пожалуйста. Вот на самом деле у него сейчас 2 МПСки есть. Я бы на его месте, раз он уже там сролил предметы, то я бы на шаманах не сидел. Я бы перестроился в тех же самых ну, этих зверей. Это было бы намного круче. Если что, кстати, кто не заметил, я там посох 3 тира перекинул в антимага, чтобы антимаг взрывал намного пожестче. Я думаю, это будет намного лучше решение, чем он у меня просто будет лежать в бабке. Ну да, просто 6000 урона, как с куста снял. Хорош. Считай, вкусно. Так. Чел на гоблинах вылетел. Хорошо. Блин, закинем сейчас в антимага. Пусть там прыгает в задние ряды, начинает месить всех. Не буду спешить, не буду полностью сраливать деньги. Все-таки это шаман против меня. Сейчас вот так вот сделаю. Ну, бессмертие возьму. Вот бессмертие как-то мне придает больше уверенности.
Бессмертие придает мне больше уверенности. Это 100%. Реально, мало ли там что будет. Вдруг... Ну, кстати, антимагом не пользуется. Ну, короче, ошибка в том, что он, во-первых, предметы сролил. Во-вторых, у него импресска не перевоплощается. Если бы он сделал так, что импресска перевоплощается, ситуация была намного иной. Совершенно иной, я бы даже так сказал. Ладно, аппарата не буду брать. ШД мне нравится, ШД импактит. ШД под грима закидывает свою тычку, свое проклятие, и там все, погнали месить. Хочу Тайда в 2 звезды. На самом деле я хочу сейчас Драконий Рог. В того же самого Тайда отлично зайдет Драконий Рог, чтобы шаманов прикольнуть. Чтобы шаманы не перевоплощались. Тупо даст время, пока бабка там будет разгоняться, разваливать. Посмотрим, что сейчас по реликвиям упадет. Я ж мобов, надеюсь, затащу. Нормально, нормально. Киритую по 2000. Живем. Еще один посох 3-го тира, спасибо, полезно. Я думаю, до 45-го раунда мы не доживем, поэтому я сейчас... Забудьте. Тупо забудьте. Забудьте все то, что я вам говорил только что. Короче, я уверен, что до 45-го раунда мы не доживем. У него осталось 17 хп. Плюс у нас сейчас хп начнет отниматься друг у друга по 50%. Там через пару раундов. Не, ему с такими предметами нужно было 100% делать себе условных зверей. Это было бы намного лучше. У него и хан есть. Тут поставь себе зверей, у тебя 2 импресски есть. И наваливай движ. Кстати, маленькую цветку тоже не поставил, а надо было поставить. Ля, какая комбинация. Квапа кричит, Тайд станет, сверху дизраптор накрывает. Вот это я понимаю. Алло, алло. Тише, тише, сладкий. 20 тысяч урона спектра накидала мне. А я бы мог его только что вынести, если что, на секундочку. А можно мне антимаг сейчас будет приходить, пожалуйста? Пожалуйста. О, еще антимага, еще. О, это жир. Ладно. Че-то антимаг не хочет идти. Ну, либо один антимаг, либо одно яйцо, пожалуйста. Ну, по-братски. Тебе нет, может, это не жалко. Это прям, ну, не прям. Ну, это не прям. Кстати, антимаг прям прыгает под дизраптора. Хоть тут все равно и успевает закастить свою способность, но... Как же плевать. Не, ну это красивая комбинация все-таки. Квапа кричит, Тайд станет, сверху дизраптор накидывается. Ну, кстати, походу до 45-го раунда мы доживем. Хотя, по минус 4 наношу. Сейчас еще 2 раунда будет. Но можем прожить. Можем. Но все зависит от того, какие ему сейчас шаманы выпадут. То есть, если мы сейчас немножечко не подфартит под шаманов, то все, забей. Не знаю, можешь отдать посох 3-го тира все-таки в антимага, пусть взрывает. Я просто сейчас не верю в него особо. Ну да, видите, у него такие предметы, у него тупо импресска не перевоплощается. То есть, ну... Короче,
Плохая игра на шаманах. Я думаю, что если бы у него были немного другие, ну, вот как я сказал, что он не ролил бы предметы и все такое, то с вот таким вот столом он бы меня тупо разрывал. А так как он паролил предметы, ему необходимо было просто поставить себе зверей и кайфовать. Ну, он почему-то решил сделать иначе. Ну, хозяин барин. Я ж не могу как бы настоять. Какие вы крепкие попадаетесь, боже, можно полегче? Да, прикиньте, надо было рейд ночных зверей брать. Вы прикиньте, ну, это жестко. Надо было брать рейд ночных зверей. Серьезно. Ну, ладно. Кто знал? Лично я не знал то, что мы доживем до этого раунда. А что ты делаешь? А зачем ты сейчас всех в первый ряд поставил? Ты же сейчас себе подписываешь смертный приговор. Алло. Они у тебя, во-первых, все кучно стоят. Ну ладно. Я ж не против. Я только за. Сейчас антимаг пофармит их немножечко. Чпунь. Станчик. Станчик. Бэмс. Квапа крикнула. Молодец, Квапа уже. Все. Все. Конечная. Ну, ну, как-то так. Как-то так. Хорош бабка. Пенсию свою отработала. Какая красивая она. А? Не, на самом деле обалденная внешка у меня на бабке. Прям по кайфу. Да, его ошибка в том, что он строллил кучу предметов. У него сейчас в импреске была цепочка, которая помогала эту импреску перевоплощать. Но это все. То есть, ну, больше как бы и нечего ей там делать. Не знаю, надо было в зверей переустраиваться каких-то, и тогда было бы намного больше шансов меня вынести. Либо не надо было предметы вообще ролить. Если бы он не ролил предметы от слова совсем, все было бы хорошо. Ну, как-то так. Что добавить по катке? Ну, катка вот необычная получилась, получается. Но тут не было эльфов и не было метовых инсектоидов. Но я думаю, я бы с ними справился. Хотя, кто знает, кто знает. Если бы он чуть-чуть на шаманах сделал иначе, то, я думаю, мне было бы намного сложнее. Но имеем то, что имеем. Правильно? В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк. Кто не подписан, подписываемся. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!